Всем привет, друзья, на связи Пентагон. Это традиционный ежедельный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалют. И по традиции, как всегда, начинаем с биточка. Что вижу сейчас по биточку? Ну, во-первых, да, многие мне твердят о том, что мы не проторговали вот этот уровень, якобы мы должны пойти на 56, там, 52 тысячи. Я, в принципе, с вами, возможно, соглашусь, это будет третьей полкой вот этого коррекционного движения АБЦ. Но в целом, я думаю, мы сначала сходим там в район 60 тысяч, и потом уже от нее, может быть, пойдем в сторону 60, в сторону 56, прошу прощения. Но, честно, я буду, наверное, смотреть в сторону лонгов вплоть от 56 до 58 и выше. Потому что для меня, если смотреть все-таки эту трендовую линию по линейному графику, мы никакой такой истории не увидели. То бишь, вот мы включаем линейный график, и я не вижу ретеста пробитого, скажем так, тренда. Для меня этот ретест пробитого тренда действительно по, скажем так, по моим лекалам будет в районе 68-72 тысяч. Поэтому, да, это правое плечо, возможно, является уровнем сопротивления. И, в принципе, это все похоже на действительно на такую голову и плечи. Но в моей трактовке голова и плечи – это пробой и ретест пробитого тренда. Вот здесь вот мы только единственное место, где действительно что-то там проретестили, и это похоже. То есть вот этот гиб, он уже отработал. То есть он для меня уже вот этот мелкий отработал. Плюс на линейном графике, если мне не изменяет память, вот этого сквиза, собственно говоря, вот этой тени не было. И вот это правое плечо, оно сильно выше, чем, ну, сильно на 2000, на 1000, на 1500. На 1500 выше, чем предыдущий, соответственно, для меня нет такого, что это гиб. Плюс параллельно я видел похожие гипы, которые заканчивались продолжением роста, то бишь, если смотреть более какие-то весомые факторы, мы на RSI находимся возле нижней границы, то есть это уровень 30, а также если смотреть двухчасовой таймфрейм, то у нас с вами есть дивер, то бишь, вот я вам сейчас его покажу. Вот 2 часа, 3 часа тоже дивер есть, 4 часа, 6 часов. И на 12-часовом таймфрейме мы, в принципе, возвращаемся. Сейчас есть вариант вернуться в сторону там, 52. Также этот дивер неоднократно подтвержден на 30 минутах. То есть в целом для меня сейчас несколько более лонговая ситуация, вплоть, наверное, до 56. То есть я буду смотреть на лонги вплоть до 56. И для меня будет отмена этого лонг-сценария – это уход вот под этот серединный уровень, который здесь отмечен зеленой линией. Что это за уровень? Поздравьте меня, я удалил все линии своего рабочего графика. Наверное, надо было это давно сделать. Собственно, это линия серединная граница канала, которая есть у нас вплоть от там, 10 тысяч, и который у нас идет, собственно, по всем макушкам прошлого роста к 64 тысячам, ну, кто знает, тот поймет. Сейчас я вижу, по сути, подобную ситуацию, и почему бы ее не зафракталить. То есть, что для меня будет интересным. Это, по большому счету, образование вот некого фрактала с данным накоплением. То есть, я беру от уровня здесь и здесь проторговку и вплоть до дампа накладываю ее на нынешний график. Подгоняю ее под лекалы. И получаем с вами отличное восходящее движение, которое рассчитано вплоть до 72-76 тысяч. И вот уже после этого как бы движения, да, возможно, будет какое-то, наверное, коррекционное, действительно крупное движение, потому что мы достаточно неплохо там скатываемся, но если мы сможем все-таки закрепиться выше уровня вот 56 тысяч, то для меня с большей долей вероятности это все-таки все очень хороший будет иметь лонговый сценарий. И этот лонговый сценарий будет вплоть до там, первая точка 64 тысячи, это обновление максимум 64-66.
а затем, возможно, и обновление 72-74, после которых нас ожидает какая-никакая коррекция до трендовой линии. Ну вот нужно понять, где вот здесь будет лой, и я так понимаю, все-таки нас до вот этого лоя сейчас вот так вот свозит. Но в случае, если нас к нему не свозят, есть вариант уже там пробиться с этого уровня и вот так вот проретестить двойным дном и пойти также в сторону 72 тысяч. Я вообще думаю, в целом ноябрь будет достаточно восходящим. Но, опять же, в любой момент готов пересмотреть свое решение в зависимости от рынка и как рынок будет действительно на себя реагировать. То есть вот в принципе, мой план пока такой. Если его действительно чуть-чуть все-таки по хаям убрать и взять более мелкие таймфреймы, то вот этот гиб, о котором все говорят, по сути такой же. В целом мне все очень нравится. То бишь я, наверное, буду рассчитывать на образование вот подобного паттерна. То есть для меня, по сути, не имеет значения, что мы там где-то в тютельку, где-то не в тютельку провалились. И да, действительно, по этому фракталу мы можем сходить на 56. И я сейчас нарисую два возможных сценария на биток. То есть первый сценарий – это мы сейчас идем в сторону 60 тысяч. Здесь будет проход под сопротивление и ретест вот этого уровня. Если мы сейчас вот этот уровень сопротивления пробиваем, то тогда нас отбросит к следующему уровню сопротивления. Он как раз таки будет находиться плюс-минус на этом уровне. То есть на уровне 60 500. То есть если мы пробиваем вот эту границу сопротивления, которая была от максимума 63 150, то нас, скорее всего, вот откинут как бы по лекалам вот этого движения. То есть, по большому счету, пробой, ретест, погнали. То есть, вот примерно вот такое движение. Как раз таки макушка у нас убьет в 56 тысяч, и здесь я бы уже набирал действительно большие, хорошие спотовые покупки. То есть, это такой через медвежий сценарий рост. Есть еще вариант, где мы просто пробиваем и сразу забираемся в прошлую границу сопротивления, рисуем какой-нибудь пгип и бла-бла-бла, и идем к верхней границе. Такой вариант я тоже рассматриваю. И в принципе, если мы в течение ближайших 4-6 часов по этому графику действительно сможем просто хотя бы пробить и закрепиться, то для меня есть вариант, что мы можем пробить эту границу сопротивления, потому что снизу уже есть диверы, причем на крупных таймфреймах я показывал и 2, и 4, и час, и в принципе это достаточно для меня уже хороший аргумент для разворота. И в таком случае, что я буду ждать? Я буду ждать как минимум обновления максимума, то есть максимум обновляется у нас при пробое вот здесь вот поход, наверное, это минимум двойная вершина, но я думаю, что тут еще будет какая-то проторговочка, и в целом какое-то такое движение будет. Дальше, куда будем бить первые свои границы сопротивления? Я думаю, это будет вот как раз-таки уровень, возможно, 68 тысяч, то есть мне интересен. Далее мне интересен 66, первый будет уровень. Далее будет сопротивление 68 тысяч. И завершаю свой анал-карнавал в районе 72 тысяч. Я честно, и вы сами прекрасно знаете, что я не лонговик, я не очень люблю лонговать в целом, и откупать спот уж тем более. Но, на мой взгляд, это действительно здесь будет уместно. И я в целом, находясь здесь на огромном количестве конференций и сходок действительно там крупников, крупных трейдеров, которые торгуют достаточно крупным объемом,
Да, в основном у всех плюс-минус слышу об уровнях 68-72 и о том, что с большей долей вероятности мы сможем туда дойти. И, наверное, я с ними соглашусь, с некоторыми из них, потому что их объяснение того, как это произойдет, достаточно уместно, и, возможно, я его даже не рассматривал где-то. Поэтому для меня интересен этот уровень. И, в принципе, крупные фиксации фондов там, с оборотами от 50 миллионов долларов оборот, и они как раз-таки находятся до сих пор по большей степени в покупке и откупают огромное количество активов, которые так или иначе растут вместе с битком, поэтому для меня пока интересны покупки. Отмена сценария — это уход под 55 800 вообще с концами. То есть, если мы вот сюда под эту зеленую линию уйдем, то, естественно, для меня все покупки будут отменены. С другой стороны, при походе от 52 у нас формируется еще дополнительный какой-то канал, и этот канал будет в районе 48 тысяч, и где-то, наверное, здесь будут интересны следующие покупки. То есть при негативном варианте это будет какой-то такой гип с походом в сторону 48 тысяч, с дальнейшей проторговкой и, возможно, ростом к концу года. Так, теперь посмотрим на эфир. Ну, эфир вообще, на самом деле, красавец. Ну, то есть мы, в принципе, удержали одну трендовую линию, удержали вторую трендовую линию, вот, которая вот здесь у нас есть. И пока для меня, наверное, ну вот мы пробили только вот это косое сопротивление, которое вот здесь было. Так, я сейчас. Да, мы вот единственное, мы пробили вот это косое сопротивление, но мы находимся ровно в нижней границе вот моего канала. То есть этот канал, в принципе, ведет нас как минимум к уровню 4800, а как максимум к уровню 5600, 6200. То есть примерно то, о чем мечтает каждый эфир трейдер, это поход в район 7К. Но, честно, именно сами 7К я не вижу. Ну, то бишь, я не думаю, что это будут прям вот 7К. Это как из серии, помните, когда биток ходил у нас к нижней границе, там, к 3-4 тысячам, и все ждали 1800. То есть примерно та же самая история. И я думаю, что мы, если в случае закрепления выше уровня, мы, наверное, скорее всего упремся опять в 4200, и вот этот уровень 4200, есть вариант, что мы сможем впоследствии пробить, потому что все это выглядит как такой параллельный канал, где каналом является флаг, да, то есть такой какой-то бычий флаг. То есть, если мы сейчас находимся возле нижней границы этого флага, то вполне вероятно нас ждет какое-то движение 4800. В случае, если мы пробиваем уровень 4800, для меня это в целом канал точно такой же, как мы торгуем его на битке. И единственное, как бы здесь такой как бы вариант, это с отменой этого канала, это уход под границу сопротивления, которая находится у нас вот здесь вот. Собственно, вот эта вот трендовая линия, которую мы на битке уже якобы проретестили. На эфире все-таки ретест этой границы будет в районе, сейчас скажу, в районе как раз-таки 4200, и в случае, если мы там пробьем этот уровень, то трендовую линию мы, в принципе, удержим, и есть вариант пойти к сопротивлению, оно находится в районе там 6500. То есть бычий позитивный вариант это если нас смогут закрепить выше уровня. Здесь есть уже хороший дивер на десяточке, на пятнашке. В принципе, очень красивый, ну, такой растущий дивер. Как говорит Хамаха, его надо шортить, да? Это небольшое отступление. Вот, соответственно, да, есть вариант с гипом, который будет медвежьим. То есть, если мы не сможем пробить уровень 400, то тогда с большей долей вероятности, мы вернемся обратно к уровню 3850, и вот эта поддержка, которая сейчас образовалась, она будет выступать дополнительным подтверждением вот этого пробитого дивера. Но вот биточек, в принципе, не может сейчас уже пробить
эту линию сопротивления, на минутке есть гипчик, но опять же будем смотреть, будем наблюдать. BNB-шка. В случае, если биток закрепится, буду откупать BNB. На BNB есть вот такой вот треугольник с плоским дном, который мы пробили вверх. Это достаточно хороший такой сигнал в случае, если мы не уйдем ниже 450 уровня. И в таком случае я буду ждать вот как минимум ретест пробитого тренда. Сейчас везде будут ретесты пробитого тренда. То есть и уже от этого ретеста буду принимать какое-то решение. Пойдем там вниз от уровня 460. Или все-таки BNB вернется в свою проторговку к уровню 480 и пойдет обновлять свои цели в районе 50, 511 и 530. То есть в случае, если биток закрепляется выше уровня 58 сейчас, то есть это уровень 58-100 не уходит под нижнюю, то BNB, возможно, проретестит свой тренд в районе 470 долларов. Дальше. Что мне еще будет интересно в случае откупа? Естественно, это будет вайток. На вайтке такой же очень красивый дивер. И его видно, когда вы включаете линейный график, то есть когда не видно вот эту всю большую сквозную свечу. В последний раз такой график пробивался вверх, и мы, в принципе, пошли вот на эти обновления максимум. Поэтому для меня вайток, он по большей части похож сейчас и на BNB, и на эфир, и его можно будет откупать в случае, если мы, скажем так, закрепимся выше уровня по битку. Где же трендовая по вайтку? Это вот как раз таки граница правого плеча возможного 193, то есть если нас ждет какой-то отскок по всей альте, то 193 есть хороший вариант как минимум забрать вот это скальповое движение 181-190 и уже посмотреть в случае пробоя либо отказа от этого пробоя. В случае, если мы пробьем, то это все хороший сценарий для возврата в трендовую линию в продолжение роста. В противном случае, если мы не сможем пробить вот эту линию поддержки, которая стала сопротивлением нынешним, то, естественно, от гипа будем пробовать шортить. И тут, по сути, везде один и тот же паттерн. Везде. Если биток пробивает там верхнюю границу, то это лонг. Если нет, то это хороший шорт и понятная граница, откуда этот шорт брать. Здесь та же самая история на эфире. Да? В случае, если мы сможем пробить там 450-4200, то это будет очень хороший в целом сценарий на поход к уровню 4300-4400. В случае отказа от этого уровня мы, собственно говоря, от ретеста пробитого тренда, это достаточно очень сильный медвежий сигнал, пойдем к нижней границе. Что я бы еще откупал? Вы будете смеяться, но я, наверное, бы откупил Соляну. В принципе, я немножечко это сделал. И для меня сейчас Соляна, по сути, является вот тем активом, высокорисковым активом, одним из немногих, которые я как бы иногда беру с большим риском, с большими, скажем так, возможными убытками по данному активу. Сейчас немножечко поправлю канал. Вот так вот. И в данный момент, по сути, уровень 189-190 это вот сопротивление этого уровня, плюс сопротивление, говорю, поддержка этого уровня от 140 долларов, от которого мы, в принципе, начали потом расти. И есть нынешняя ситуация с ретестом вот этого пробитого тренда. И в целом я, наверное, думаю, что если нас закрепят опять же по битку, то Соляна пойдет к верхней границе вот этого канала, это район 230-240. А так как вчера она была одной из, скажем так, одним из самых крупных по падению, то, соответственно, я жду, что от этого уровня мы сможем забрать там в районе 25%. Это намного больше, чем у всего того, что мы сейчас плюс-минус торгуем. То есть, если там эфир отскакивает, это уровень 5-10%, биток там 3-4%, BNB 5-6%, да, а Соляна 20-25%. С таким же паттерном и касанием трендовой линии я смотрю на актив C98. То есть мы на C98 сейчас находимся
в состоянии какой-то чашки с ручкой, мы смогли закрепиться выше уровня тренда от 1.2, и для меня это достаточно тоже такое хорошее бычье настроение. Плюс мы проретестили пробитые вот эти трендовые линии, и сейчас по большому счету находимся между небом и землей, чуть не сказал, между границей поддержки и границей сопротивления. И если по аналогии с Соляной выстраивать здесь параллельный канал, то у этого параллельного канала есть серединный уровень, как минимум это уровень 4.11, а как максимум те же самые 28% в районе 4.7. То есть это просто верхняя граница канала, это даже не АТХ. То есть для того, чтобы ему дойти до АТХ, необходимо сходить на 80%. Соляна здесь несколько другая ситуация. Вот это все похоже для меня на чашку с ручкой. То есть в случае, если мы там провалимся под 185 и пойдем там на 178, я буду откупать с целью чашки с ручкой обновлению максимума. И тогда здесь максимум будет в районе там $200-300. Поэтому для меня это достаточно тоже интересный уровень. Дальше. Немножко успокою ребят, которые все мне в последние там несколько дней разрывали личку с вопросом: слушай, Пентагон, мы тут откупаем доллар, а что делать? Я откупал тоже. И в прошлом моем видео я говорил, что 69 это для меня неплохой уровень для откупа. Я буду пока, в принципе, до Нового года, наверное, откупать валюту. И это, по сути, такого рода хедж моим лонгам в нынешней ситуации, потому что в случае, если мои лонги пойдут в одно место, доллар и евро будут неплохо отскакивать там по 1,5-2%. Соответственно, вы знаете, большее количество моих денег находится как бы в тезере, плюс я начал торговать евро, в принципе, тоже откупаю евро, и для меня пока это все неплохой вариант, что по евро, что по доллару, и я в целом, наверное, смотрю пока на ретест как минимум. У евро это 83-84, у доллара это граница... У доллара это граница 72-73. То есть в случае, если мы действительно там увидим коррекцию по фондовому рынку, а мне бы хотелось сейчас, не очень хотелось бы этого делать, потому что, по сути, сейчас мы очень натянутом положении находимся на фондовом рынке, и причем настолько натянутом, что если сейчас опять начнутся слухи по Evergrande, по дефолту, тут уже Facebook с Apple начинают опять судиться со всеми подряд. То есть вариант, что вот здесь на дневке формируется PPR с хорошим доджиком, и, судя по всему, по осипке нас ждет какая-никакая коррекция. Но коррекция здесь при пробое 4500 у нас действительно начнется какое-то ускорение, хотя бы как такое вот, которое было здесь. И мы увидим с вами там ретест поддержки 4300-4400. Но в последний раз, когда сипка лилась, биток рос. Ну вот прям там была прям жесткая раскорреляция. И причем биток сейчас показывает очень сильно действительно похожее движение. То есть они плюс-минус двигаются одинаково, только в противовес друг другу, когда сипка растет, то есть раскорреляция. То есть когда сипка растет, биток падает, когда биток растет, сипка падает. В принципе, поэтому плюс-минус особо не переживаю, смотрю, что будет по ситуации. Ничего остального откупать я не собираюсь. Даю небольшой анонс. Мы уже почти собрали группу в Москве из 10 человек, то есть там 6 человек есть на нашей, как бы скажем, первую прогонку нашего обучения. Она будет там с хорошей демократичной скидкой. И плюс, ребят, я набираю после 18 января кемп в Дубае, и где я уже, скажем так, буду проводить непосредственно нетворкинг на базе нашего местного офиса. Плюс это будет такой двухнедельный блиц-марафон, заодно отдохнете, заодно поторгуем. Я уверен, что с большинством мы сможем отбить ваши поездки, ваши затраты, поэтому оставляйте на сайте Pentagon Channel заявки, кто хочет поехать в кемп. Цена будет не дешевая, говорю сразу, цена будет от 6 до 10 тысяч, в зависимости от того места, где вы будете жить. Если вы находите сами себе жилье, то тогда
скажем так, эта цена будет в районе 6. Если я вас заселяю всех в одно место с большим количеством, скажем, дополнительного нетворкинга, это будет в районе десятки. То есть из этой десятки по большей степени там 1006 это расходная часть на вас же самих. То есть поэтому все, кто хочет, оставляйте заявки в Pentagon Channel и pentagonchannel.ru. Вот, и чуть не .com не сказал. И мы с вами очень классно поторгуем в ближайший ноябрь месяц. А в принципе у меня все. На связи был Пентагон. Давайте всем пока. Если что, жду от вас комментариев, лайков, а можно и дизлайки, наверное, ставить, если я опять какую-то хрень наговорил. Поэтому пока-пока-пока-пока, друзья. Всех обнял.